Почему открытия, которые могли бы изменить будущее человечества, годами пылятся на полках и в закрытых архивах, а их авторы подвергаются преследованиям? Видео о создании автомобильного двигателя набрало уже почти 2 миллиона просмотров, и в комментариях мнения, мягко говоря, разделились. Кто-то считает все это фейком, кто-то боится за воду, которая может кончиться на планете в случае внедрения двигателей на воде. Ну а чья-то картина мира вполне допускает тотальный глобальный контроль изобретателей и технологий. Ну что ж, давайте посмотрим, что вы скажете насчет этих изобретений, которые давно могли бы сделать наш мир чище, справедливее и лучше. Катушки Мишина. В 2015 году изобретатель Александр Мишин в ходе экспериментов с бестопливными генераторами обнаружил сильный лечебный эффект от плоских электрических катушек. Как выяснилось, катушки, работающие на частоте около 300 кГц в емкостном режиме, эффективно справляются с хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония, болезни почек, суставов и многими другими. Биотрансмутация Высоцкого. Еще в 1990 году доктор физико-математических наук Владимир Иванович Высоцкий окончил цикл работ, доказавший возможность эффективного ядерного преобразования изотопов в биологических системах. Исследования показали, что рост культуры идет неоднородно. В отдельных участках образуются потенциальные ямы, в которых на короткое время снимается кулоновский барьер, препятствующий слиянию ядра атома и протона. В таком состоянии становится возможной трансмутация. Самое перспективное направление этой технологии – производство сверхредких и сверхдорогих тяжелых изотопов и ускоренная биологическая дезактивация опасных радиоактивных загрязнений. Так, в опытах Высоцкого с цезием-137 в Чернобыле период его полураспада до стабильного изотопа бария-138 удалось снизить, внимание, с 30 лет до 310 дней, то есть более чем в 23 раза. Результаты абсолютно достоверные и опубликованы в научном журнале Enersoft Nuke Energy. Сегодня проектом живо интересуются в Индии и Японии, где на складах Фукусимы скопилось более 1 миллиона тонн радиоактивной воды. Но перспективы его признания лабораториями и корпорациями, синтезирующими редкие изотопы на миллиарды долларов традиционным путем, выглядят не слишком радужно. Холодный ядерный синтез. 23 марта 1989 года ученые из университета Юты Флешман и Польц объявили о получении аномально высокого тепла в ходе ядерной реакции, проводимой без использования сверхвысоких температур и энергии. Но опыты были признаны невоспроизводимыми. Между тем, еще в 1957 году технология безуранового ядерного синтеза гелия и дейтерия на тяжелой воде при температуре 1010 градусов Цельсия была предложена Иваном Филимоненко. В единой государственной программе по реализации идей ученого были задействованы лучшие специалисты 80 крупнейших предприятий Союза. Но после череды смертей Курчатова, Королева и Жукова проект заморозили, а к 68-му прикрыли полностью, чтобы отбить охоту вертеться под ногами уран и топливных монополистов. Филимоненко отстранили от работ и командировали за решетку на 6 лет. В 1969 году, через 4 дня после скандальной конференции Полца и Флешмана, ученого пригласили на Подольское НПО «Луч», где Иван Степанович взялся воссоздать 2 термоэмиссионные установки по 12,5 киловатт. Но страна развалилась, и спустя несколько лет оба уже введенных в эксплуатацию образца демонтировали и продали по цене металлолома. Двигатель Бэнкса. Еще в 1948 году металлурги Курдюмов и Хандерсон предложили сплав, наделенный способностью восстанавливать первоначальную форму после значительных пластических деформаций и нагрева до определенной температуры. В 1980 году изобретение было признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова или эффект памяти формы. Один из самых популярных и перспективных материалов – сплав никеля и титана – нитинол. При последовательной смене температур кристаллическая решетка сплава меняет конфигурацию. Крайне важно, что эффект проявляет себя даже при незначительном нагревании и охлаждении, что значительно удешевляет технологию. На картинке видно кинетическую схему нитинолового двигателя, а это двигатель Бэнкса, работающий на таком принципе. Единственными бесплатными источниками энергии для таких двигателей и для всех нас уже давно могли бы стать моря и океаны, если бы в дешевой энергии были заинтересованы те, кто находится у власти. Генератор Хендершота. Первое упоминание о магнитном генераторе свободной энергии в работах американского физика-изобретателя Лестера Хендершота
появились в 1927. Уже в следующем году Хендершот построил прототип небольшого генератора и сумел запитать 2 стандартные лампы по 110 Вт. Авторитетные эксперты вынуждены были признать, генератор работал без видимого внешнего источника. После 2 хвалебных упоминаний в «Нью-Йорк Таймс» в феврале 1928 года Лестера публично обвинили в шарлатанстве. К 1960-му Хендершот создал еще 2 действующие модели. В пояснительной записке на 56 страниц он пытался объяснить, что Земля — это гигантский магнит, способный генерировать каждую секунду сотни миллиардов вольт, которые можно использовать. Но попытки изобретателя наткнулись на глухую стену. Через год сын Хендершота Марк, вернувшись со школы, обнаружил тело отца в прихожей. Официальная версия — самоубийство. Сегодня самый безопасный и самый простой в обслуживании генератор Хендершота может быть легко собран из общедоступных компонентов. Биорезонатор Райфа. В 1920 году американский инженер Ройл Райф создал первый в мире гетеродинный ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50 тысяч раз, позволяющий увидеть живой вирус. А в 1934 представил общественности частотный генератор Rife Beam Rain, уничтожающий вирусы и патогенные организмы. При этом, резонируя с собственной частотой вируса, уникальной для каждого микроорганизма, излучение поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани. О феноменальном прорыве вскоре заговорила мировая пресса. Но несмотря на 14 официально задокументированных случаев полного излечения тяжелых раковых больных, Американская медицинская ассоциация добилась прекращения исследований. В 1939 году Райф стал фигурантом судебного процесса. Его счета были обнулены, лаборатория разграблена, а использование установки на территории США запретили. Эксперименты инженера, повторенные в наши дни, подтверждают простоту и эффективность метода, но о его признании официальной медициной речь не идет. Генератор Сёрла. С 4 до 10 лет будущему английскому изобретателю Джону Сёрлу снились комбинации цифр и символические схемы, которые спустя годы он использовал для создания магнитного генератора ZIG. Поток электронов в установке рождает взаимодействующие друг с другом независимые магнитные поля неподвижного кольцевого магнита и свободно вращающихся по периферии магнитных роликов. Планируя создать генератор свободной энергии, Сёрл неожиданно получил эффект антигравитации. 6 его первых моделей навсегда улетели в небо. Но ему удалось создать систему управления и запустить с 68 по 73 годы 41 радиоуправляемый диск. Мы построим аппарат для нескольких человек, а уже через год появится судно, которое способно взять на борт около 2000 человек и доставить их из Нью-Йорка в Лондон за 20 или 15 минут. Пресса, которая снимала практически все запуски, объявила изобретателя фантазером и городским сумасшедшим. А в 1982 году Сёрла, 30 лет питающего свой дом от собственного генератора, обвинили в краже электроэнергии и отправили в тюрьму на 10 месяцев. За это время его архивы и лабораторию уничтожили. Причина все та же. Однажды запущенные в домах и автомобилях генераторы изобретателя размером 60 на 20 сантиметров смогли бы полностью и навсегда избавить нас от энергетической зависимости от корпорации. Но где свидетели? Свидетелей очень много, но в этом-то и проблема. Им не хочется привлекать внимание. Они читали много книг о том, как люди в черном вырывались в дома, все ломали, сжигали. О ФБР и других службах, которые врывались и воровали то одно, то другое. Это страх. Они напуганы. Нам внушают, что как только прорывная технология изобретена, она сразу же получает коммерческое развитие и доходит до потребителя. Но эти примеры показывают, что настоящие изобретения, которые относятся к так называемым закрывающим технологиям, отслеживаются и тормозятся. Зачем это делается? Так сохраняется установившийся порядок вещей под предлогом защиты от безработицы и обрушения мировой промышленно-технологической цепочки. Для кого-то очень важно, чтобы большинство населения продолжало как биороботы рабски трудиться на элиту, сжигая в технологически отсталых ДВС дорогую нефть, теряя человеческий облик в лавине мультимедийной развлекательной информации. А может быть, все это очередная теория заговора, не имеющая под собой никакого основания, и все эти изобретения просто фейки. В конце концов, это видео вы смотрите на компьютере или в телефоне. Почему же цифровые технологии не запрещены человечеству? Напишите в комментариях свою точку зрения на этот вопрос и поделитесь этим видео с друзьями. Пусть тоже подумают над этим.
Ну а пока до встречи в следующем видео на нашем канале. Рекомендуем настроить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски.